Она, кстати, не выглядит как культист, но... Лучше быть настороже. Дамы и господа, привет всем, сэр Холмс с вами. Продолжаем Моровинд. И мне надо спешить спасать лошадь нашего незадачливого бретонского рыцаря, который сюда ее притащил, думая, что здесь будет рыцарский турнир. А тут как бы будет турнир, но без лошадей там всяких. И кстати, мне тут подумалось, может быть я заодно смогу пару доэдрических руин тут исследовать где-нибудь. Вот, я помню, я уже с этими ашлендерами, которые лошадь увели, общался как-то. Они вот где-то там находятся. Вот, я на самом деле побаиваюсь заглядывать в район вот этого поселения, как оно называется. Ау, вот из-за этого. Так. Черт. Ну вы поняли. Вот из-за этого. И у меня сломался, видите, MGE. Короче, это ошибки из-за того, что отсутствуют текстуры вот этих баннеров, которые там на входах в это поселение. Когда я к нему подхожу, они вылазят. Хотя странно, вот я мимо него проходил в первом эпизоде после долгого перерыва, когда модифицировал, да, Апрель Ребилд, такого не было. Вот, а сейчас, пожалуйста, здравствуйте. Каждый раз, когда я подхожу к поселению, вот эти ошибки вылетают и все, ломают мне MGE. Вот, ладно, сейчас. Итак, MGE на месте. То есть вы видели, да, что Distant Land сломался. Из-за того, что это ошибка, она сворачивает игру еще до кучи. Вот, а почему-то с установкой новой версии MG. Свист, кто-то свистит. Да. В сборке Morrowind Graphic and Sound Overhaul у нас устаревшая версия MGE, собственно, модификация, которая делает вот отдаленные пейзажи видимыми, там всякие шейдеры классные, всякие штуки. Этот стражник тут насвистывал. Какая-то, видимо... ну да, яичная шахта. Не интересует. Вот, прочие, короче, графические навороты. Вот она стала менее стабильна почему-то каждый раз, когда я игру сворачиваю и разворачиваю. Так, я немного заблудился на самом деле, но я помню, они где-то вот в том регионе находятся, эти ребята. Вон. Место, где я перебирался через это ущелье. Ага, тут, кстати, я не пройду, да? Sundred Scar. Шрам в земле, да, выглядит это все, действительно. Вон мост. Да, тут только один путь, чтобы преодолеть это все пространство. Так, вроде бы сюда. Еще и вечером отправился. Да, тут, видимо, разработчики мода хотели сделать такую дорогу в этих скалах. Ага. Так, ну, где-то там у них лагерь, я помню, у них там велки паслись всякие. Хотя есть вероятность, что это другие ашлендеры. Я не помню, как тех звали просто. Может оказаться, что я зря сюда иду. Вот эту хижину я помню. Ну, не знаю, может для разнообразия еще в те две мирские руины залезть. Так где тут вход-то? Вот. В корзинах, может, что? Что это такое? Теплое мясо? А чё оно теплое? Это не конина случаем ли?
Хижина дуваны. А, ну тут я был уже, да, получается? Тут вот такой беспорядок. Как еще раз звали этих ребят? Яван и Сейнат. Нет, это не относится к ним. Домишка. О, крысятина там ходит какая-то. Ага, вот. Это они, нет? А, слушай, нет, это не они. Так, ладно, еще раз, еще раз. Они рядом с Дондрилом. Ну да, я куда-то слишком... Слишком далеко углубился. Вот, смотрите, Дондрил, он... Здесь? А я куда-то совсем в другую сторону ушлепал. Так, окей, ладно, тогда будем возвращаться. Ну да, эти ребята-то вроде даже и не ашландеры вовсе. Я на самом деле даже не вижу дороги здесь. Ну, вроде вот она, да? Ни черта не дорога, по-моему. А, здесь я ходил в давние времена еще. Тихо, 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 тихо. А! Падаю! Черт! Да ладно, что, я не смогу тут пролезть, что ли? Ох. Ну, с ума сойти. Ну и местечко, конечно. Давай! Ну, черт, ладно, все. Где мой амулет? Это что там? Кольцо левитации. Вот так вот. Еще можно повыше забраться тут. Осмотреться хоть. По такому случаю. Вообще довольно читерное кольцо. Оно дает всего лишь как бы 1 единицу левитации. Так. Ладно, это просто приведет меня в старый Бенгард дорога, а вот это, наверное, приведет к Дондрилу. То есть там где-то, может, я по пути их и найду. А тут нет дороги часом? Нет, тут явно нет дороги. Или есть дорога? Еще в темноте не поймешь особо-то. Нет, вроде не дорога. Но мне в данном случае желательно ее придерживаться, потому что мало ли наткнусь я на этих ребят. Так, да, вот эта дорога. Что это тут светится? Грибы светящиеся? Temple Dome. Храмовое что-то. Так, я думаю, мне бы сейчас... О. Так, почему я не могу использовать этот? Где этот свиток? Только что же видел. А, вот, Bloodfire.
Так, я хочу восстановить запас сил и колдовать всякие ночные глаза. Сколько что всего на 30 секунд. Конечно. Я не совсем понимаю. Тут есть дорога? Угу. Ну, тут дорога к шахте, так что мне надо идти вот сюда. Ну ладно, попутешествую хоть. Не пропустить бы этот лагерь еще не может. Не прямо на дороге же могут встать. О! О! О, у меня нехорошее предчувствие по поводу этих костей. Чужестранец? Что ты хочешь? Да, это мы, Иван и Сейнат. Лошадь не видали? Да. Ты можешь сказать, что я видел лошадь. Ты говоришь про лошадь. Ты немного опоздал. Мы уже разделали и начали поедать это создание. На вкус совсем не как гуар. И даже еще меньше как Никс Гончи. Но странные звери все-таки проживают на западе. А что касается нашего дела, мы были под впечатлением, что твой друг-рыцарь продал лошадь погонщице гуаров. Наша сделка с ней была, ну, честной. Мы ничего такого не подозревали, никаких злостных дел. Если то, что ты говоришь, это правда, и пастушка продала нам, ну, чужую лошадь, тогда возьми эти лук и стрелы, передай их рыцарю в качестве извинений. 15 огненных стрел и мур-аркамат какой-то. Ну, тем не менее, мы оценим, если ты не скажешь ему, где мы находимся. Ну, чужестранцы известны за неспособность понимать и прощать. Ну вот, понятно все с лошадью. Так, что ты можешь меня тут обучить? Слушайте, давайте я, может, с ними тут потренируюсь, да... Так, а что может этот? Ну что, трожь лошади, поговори с Яваном. Да поговорил уже. Ну, да. Этот явно более опытный шлендер, чем тот. Потренируюсь навыку блокирования. Как раз, наверное, утро будет посветлее. О, отлично. Скоротал время, так сказать. Так, ну и надо возвращаться теперь с печальными новостями. Так, и не заблудиться еще важно. Ага, мне туда. Так, и у меня еще встает вопрос поиска скумы для художника. Все-таки мне теперь кажется, что в канализации мне придется. Хочу я, не хочу залезать. Заглянуть, что ли, сюда? Я тут был уже 2 раза, но как-то так мимоходом. Может, тут что-то тоже можно интересного поделать.
просто дома. Speak, traveler. Стражник им дарил. Расскажи мне тут по поводу этого места. Деревня. Ну, мы тут работаем. Фермеры некоторые. Sundered Scar. А, вот места и кто тут проживает. Ищешь место, где остановиться в Дандриле, или просто про местность спрашиваешь? Тут у нас деревня. Гетман живет в смотрительной башне. Смотровой башне. Над холлом этих подмастерий всяких. И приглядывает за рынком. Ну, больше ничего особенно тут нет, кроме фермерских хижин и полей. А что ты еще хотел от маленькой деревушки? Понятно. Так. Ну, не так уж много тут примечательных людей в Дандриле. Гетман Найл Свара представляет местный народ лордом дома Индарил. Он так, не очень-то хорошо относится к чужестранцам. Поэтому не ожидаю дружественного приема. Кроме него есть... О, деревенский охотник за ведьмами. Деревенский охотник за ведьмами. Галоро Севлер. И деревенский кузнец такой-то, такой-то. Это интересно. Старый охотник за ведьмами. Прежде чем осесть здесь, он убивал множество злобных существ по всему Моровинду. Его дом рядом с южным входом в Дандрил. Надо посетить. Слухи, совет, секрет, местная зона, лор Моровинда, сервисы. Так, Дандрил особо не привлекает политиков всяких. У нас тут поля и все такое. Ищешь дорогу на восток, тебе лучше избегать дорогу на восток в Sundered Scar. Я слышал, что путешественники говорят, что достичь горного хребта только грубо сеть вот этих навесных мостов, которые ведет Майерс. Что такое, не знаю. Окей. Так, ну, в общем, очень спокойная деревушка, тут особо ловить нечего. Так, это дорога на Старый Бенгард есть, Sundered Scar. Можно еще прийти в Хул, потом в Роадир. Так, там, где живет наш лорд. На запад Фелмс и Тул. Ага, ну там везде побывал уже, в принципе. Ну окей, тут в общем ничего интересного, кроме охотника на ведьм, пожалуй. Ну, можно еще к Гетману зайти, если я его смогу найти. Наверное, он здесь, да? Это единственное, что похоже на смотровую башню, хотя бы отдаленно. А южный вход там. Окей, понял. Чужестранец в моем доме? Что привело тебя в эту деревню? Пожалуйста, если ты здесь по поводу поручений лорда Индарил Ильви, просто скажи об этом. Что за поручение? Так, тут Chapel Estate. Ну, какой-то представитель из Роадир частенько предлагает награды за сбежавших рабов. Или известных воров там всяких. И налетчиков, наверное. Гетманы вроде меня предлагают доступные награды. Делают, в общем, их известными публике. И каждый может попытаться забрать эту награду. Награды можно забрать
У любого гетмана Роадир. Ну, какие тут сейчас у нас есть? Ну, Баунтис это, ну, как бы охота за головами, да? Вот, есть у нас предложение по поводу Нирмении и Енет. Так, она грабила пилигримов на пути Велота к востоку от Алмастир. Налетчики на больших дорогах — это, ну, обычная вещь. Но те, кто атакуют беззащитных пилигримов, да, так, рядом с часовней Роадир, это просто что-то. То, что лорд Индарил Ильви не может потерпеть. И Нирмения Нет должна умереть. Борус Адатил, обычнер, по последним сообщениям видел ее последнюю атаку. Его дом на пути Велота. На юго-восток от Роадир. Возможно, тебе стоит поговорить с ним. Так, Роадир — это что? Часовня нашего лорда. Так, Дарил Ильви. Ну, присматривает за всякими этими местами. Он наш лорд, местный представитель закона, трибунала. Мы платим там пошлины ему, видимо, за право выращивать наши урожаи на его земле. Ох. Ну вот, пожалуйста, ищи это все. Так. Это я все слышал. А, так. Роадир — это где-то за Вхулом. Слушайте, ну что-то мне теперь хочется туда. Вообще не так я представлял на самом деле свои приключения в этом эпизоде, но... Так, в общем, Роадир — это на юг, за Вхулом. Угу. Так, и мне надо будет на юго-запад, на юго-восток, да? Ага, на юго-восток от Роадира. Мне кажется, надо идти туда, пока я об этом помню. Куда-то меня на юг ведет дорога приключений. Так, где-то здесь должен... А, ну вот. Чутье меня не подвело. Я, кстати, тебя иначе представлял. Охотник за ведьмами. Я полагаю, ты не выглядишь как кровососущий вампир. Или изгнанный культист. Тем не менее... Ну, не рассчитывай, видимо, на хороший прием. Вы, чужестранцы, довольно противный народ, и я не тот мер, который переваривает эксцентричное поведение в своем собственном доме. С культистами, двигающимися в Хадрумнибиби, у меня и так дел полно. Так, и что это? Это всего лишь кучка малакатских старых камней.
И я слышал слухи, что культисты появились там недавно. Почитатели Малаката, кстати, не помню, так произносится имя этого Дедра или как-то иначе. Обычно орки, объединенные их проклятым линией крови и страстью Carnage. Это какое-то неистовство, да, какому-то. Их надо убить, или Дандрил будет страдать. Я пригляжу за ними, но после множественных лет в драках со всякими злобностями мои способности уже не те, что раньше. Это было бы глупо противостоять им, поэтому сейчас я пас. Я могу позаботиться об этом. Я оценю это, чужестранец. Если ты увидишь любых культистов, убивай их. Если им позволить жить дальше, больше и больше орков будут стекаться к этим руинам, и у Дандрила будут серьезные проблемы. Хадрум-Нибиби на юго-запад отсюда. Я помечу это на твоей карте. Вот еще одна задачка. Кто? Я? Меня зовут Галоро Север. Ну, наконец-то представился, кстати, да. Я охотник за ведьмами, или, по крайней мере, был таковым. Теперь я, можно сказать, в отставке от этой работы. Я живу здесь с тех пор, как я стал слишком стар, чтобы охотиться за ведьмами, вампирами и всяким таким сбродом. Я уже не так хорош, хотя, полагаю, местные меры чувствуют себя большей безопасностью с кем-то вроде меня неподалеку. Ну, понятно. Ну, в общем, вот Sundered Scar — это довольно опасный регион, говорит, тут всякие разные тут обитают. Если бы я был моложе, я бы их сжег к чертям. Так, понятно, ладно, еще, значит. О, ничего себе, у него тут арсенал. Аж 3 серебряных меча. Арбалет. Он стрелял в стену. Да, что-то, видимо, у тебя со зрением-то уже проблемы, да? Немного промазал. Ну ничего, он так тут живет, это аскетичненько. Опять дождь пошел, великолепно. Так, ладно, что будем делать? Давненько я никого не калашматил уже, на самом-то деле. Это такой интересный в виде звезды, да? О, ничего себе. Ну это, кстати, новые места как раз-таки. Что, похоже, Тутуева был прав, что мне стоит поставить это дополнение. Ну, обновление, точнее. Так что, похоже, я погуляю по новому региону. Так, окей, ладно, мне, значит... На юг дорога проложена. Я думаю, я, наверное, даже сразу двину тут по бездорожью. Вот, какие-то тут руины древних цивилизаций. Кстати, мне ваши яйца нужны, ребят. Арнады. Не, они такие бедняги, что-то не хочу я их тюкать. Они даже драться не хотят со мной. Ладно, живите. Успею я этих яиц найти.
Так. Там гуары пасутся. Ну да, мне сюда. Мне куда-то сюда. Да, давненько я уже ни с кем не дрался. Сейчас немного хоть разомну конечности свои. Хоть бы больные нападали, орнады на меня. Но нет, они все слишком мирные. О! Ну что ж, это похоже на это. Так, я на самом деле хочу сейчас арбалет взять на горячую клавишу. И... Ой. Зарядить его вот этими болтами. Ну, лук, кстати, такой себе он мне выдал. Вот это шлендер. А, это же доэдрическая, похоже, еще. Ага. Слушайте, это пересекается с квестом, с моим. На поиск камней проклятых. Так, ну все, тут стоит быть поаккуратнее сейчас. С прицелом даже арбалет, я раньше его не замечал. Ты смотри, а. А, все что ли? Даже жалко на тебя тратить было. Этот болт. Так, ладно, тогда знаете что? Хотя нет, все равно быстро не удастся переключаться между... луком и арбалетом, потому что еще надо стрелы там менять. Угу. Культисты, значит, тут скампы всякие. Этот он забаговал немного, но мне это на руку. Критический урон. Отлично. Еще будут? О, скелет. Какой-то менее удачливый искатель приключений, да, похоже? Ого. Амулет света. Дурацкий костная мука, дух Деэдра. Серебряная булава. Вот такой скромный скарб. Так, а где тут вход? Возможно, здесь. Опачки. Вот тут лучше лук использовать. Кстати, стрелы классные, да? Вообще такие прям. Ау, черт! Зараза.
Так, я, слушай, наверное, давно не сохранялся еще. Ну, это было, конечно, с непривычки просто, с непривычки. Так, я понял. Ну да, это орки. А, все что ли? Я думал, будет сложней. Так, что у нас есть? Ну, ничего интересного особо. Слушай, так я с 3 выстрелов обычным стальным луком, стальными стрелами отъехал. Неприятненько. Ну, сложность я поставил максимальную сейчас. Тут входа я не вижу. Возможно, эти руинки не входибельные. Надо еще вернуться туда, посмотреть. Там, может, есть. О, это что такое? Стальной топор кто-то воткнул в дерево. Ну, орки, конечно. Ох уж эти орки. Еще чьи-то косточки. Такое несчастное выражение лица у бедняги. О, кланфер. Это покрепче будет, конечно. А, кайфово быть лучником. Ну, похоже, нет здесь никакого входа. Ладно, еще может быть... А, это еще что? Она, кстати, не выглядит как культист, но... А, черт. Лучше быть настороже. Приветствую, Органянин. Ты тоже пришел сюда за местью, это святилище Малаката? За какой местью еще? Дримора Уридимму запросила мою помощь в получении статуса среди его рода. В обмен на услугу я согласилась сделать его сильнее. Сильным. Когда я пришла собрать, тем не менее, он оказался нечестным, что ли, и послал своих прихвостней против меня. Когда я сразила его слуг, он сбежал в королевство поблизости, чтобы сбежать. Сбежал, чтобы сбежать. Ты выглядишь как способный товарищ, Холмс. Найдешь ли ты его место, где он прячется, и пошлешь его душу назад во тьму для меня? Ну давай, чё бы нет. Ну как бы, если бы тут был вариант, а что мне за это будет, я бы, конечно, его выбрал. Но раз тут
Только так. Спасибо. Я использую мою магию, чтобы переместить тебя в Обливион.